Друзья, вот такой вот HDMI switch. Мало того, еще и HDMI аудиоэкстрактор, еще и с вот таким вот дополнительным вот таким вот SPDIF, плюс коаксиал, плюс 3.5 выход. То есть это 2 в 1 с возможностью вывода 7.1 звука, 5.1 звука, с возможностью, вернее, с поддержкой HDMI CIC и ERC, с поддержкой Edit 2.2, с поддержкой 4K, Dolby Vision и HDR, еще и 60 Гц. Вот такая вот крутенская, обалденная штука. А вот для чего она, почем она и, конечно же, тесты вы увидите сейчас в нашем обзоре. Так что подписываемся на наш канал, нажимаем колокольчик, а мы поехали. О, я ее тестировал, ребята. Вообще, на самом деле, в край редко попадаются вот такие вот крутые штуки. Мы, конечно же, запилим сейчас распаковочку, чтобы вы все это увидели. Ну, наушники тоже снять можно, мы на них тоже тестировали. Ресивер выключаем, потому что, ну, действительно, он прошел абсолютно все тесты. Но перед этим я хочу перейти по ссылке нашего продавца и посмотреть на характеристики, которые заявляет продавец. Стоит это, ну, вообще здесь есть две версии. У меня максимальная, которая стоит 57, минимальная стоит 31,5 баксов. В чем разница? Дело в том, что максимальная поддерживает у нас еще ERC оптический. Ну, смотрите, в этой версии у нас в минимальной есть 2 IN, есть SPDIF коаксиал, нет 3.5 и нет ERC. Вот так вот, поняли? И нет, конечно же, 7.1 звука. Здесь у нас есть поддержка 7.1. Есть у нас поддержка ERC и есть еще и вывод на 3.5. Ну, 4К, 60 FPS, конечно же, и HDCP 2.2 поддерживает. То есть мы спокойненько можем смотреть все, что угодно. Да, и в младшей версии есть вот такие вот штыриковые тюльпаны на правый и левый канал. Смотрите, что заявляется сам продавец. Коммутатор Navseeker 2 в 1, то есть 2 HDMI. Мы подключаем 2 ТВ-бокса на один монитор. Например, у меня, если там телевизор с одним HDMI, я могу включить сюда там PlayStation 5 и плюс ТВ-бокс. Либо включить, например, там 2 ТВ-бокса или сателлит-ресивер, спутниковый ресивер и ТВ-бокс. Да мало ли что я еще хочу включить. И плюс, например, для владельцев NVIDIA Shield данная штука вообще просто шикарна. Потому что для тех, у кого, например, телевизор не пробрасывает HD звук, либо не пробрасывает Atmos, и как его получить на HDMI, то есть вот это вот HDMI аудиоэкстрактор, который здесь встроен, может позволить вам получить и HD Master Audio в DTS, и True HD в Dolby Digital, и Atmos. То есть это здесь работает, то есть это удобно. Плюс, допустим, в том же NVIDIA Shield, да во многих приставках, TOX 1, NVIDIA Shield, нет SPDIF. Вы можете получить здесь SPDIF для более старых ресиверов и получить 5.1 звук, и это будет очень круто. То есть вы сможете наконец-то насладиться такими вещами, как фильмы с объемным звуком. Что они здесь пишут? 4К 60 Гц, переключатель, Toslink, ну короче, очень много всего. Характеристики. Есть 2 порта HDMI вход, 1 порт HDMI выход, с функцией RC, Toslink выход, коаксиал, поддержка 4К, 2К 50-60 с 24 бит. Полоса пропускания на канал 600 МГц, максимальная скорость передачи данных на дисплее 18,5 гигабит. С поддержкой HDCP 2.2. Слушайте, ну на самом деле очень круто. И поддержка HDR10, сюда входит Dolby Vision, он Dolby Vision тоже пробрасывает. Смотрите, что они пишут. Можно подключить огромное количество устройств, можно сюда наушники. Короче, все очень круто. Так, Toslink, короче, расписали все красиво. Поддержка 4К 2К 60 Гц с профилем 4.4.4 цветовым. Ну и пульт. Пульт немножко другой, поэтому следует тут тоже понимать, что да к чему. И смотрите, у нас только 100% отзывы. Немного, но такой себе нишевый продукт. Ребят, будем переходить его сейчас тестировать. Ссылки в описании под видео. Вообще распаковывать, тестировать. Ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео. Очень крутая штука. Хотя здесь они не пишут четко про 24 Гц. Они, конечно, пишут 20-30, но я думаю, что это ошибка. То есть, видите, 4К 30 Гц обратно совместим. Это обратно. А туда он совместим 4К 60 максимально. Блин, где у них здесь есть? Так.
4К 2К 20/30. Я думаю, что здесь 24/30. Они просто-напросто ошиблись, потому что когда я подключаю, у меня в 4К вот именно появляется 24 кадра, я включаю 24 кадра, он переключается, 24 кадра выводит. Ну тут уж я вам показываю то, что я пробовал сам. Я не могу быть ответственным за то, что нам пишут или не пишут. Ладно, ребят, переходим, тестируем и обязательно ждем нашего резюме. Вот так вот это дело выглядит. Смотрите, простая коробка. Я, конечно же, уже вскрывал ее. Оу, вау, вау. Смотрите, что здесь есть. Навцикер. Это понятное дело, что это OEM с наклеенными буквами. Они подпадают со временем. Сразу же акцент на HDMI 2.0B. Переключает 2 в 1 с 7.1 аудио. Экстрактор и ERC поддержка. Видите, 4К 60 Гц, 4К HDR. 2.2 Edit поддерживает. Что мы имеем на полях? То есть фактически здесь есть два HDMI инпута, куда включается два устройства. Есть инфракрасный порт, здесь есть пульт, сейчас посмотрим. Есть переключатель ТВ-сигнал, аудио 2.0, 5.1, 7.1. Также есть кнопка переключения ERC и ERC, то есть включение-выключение. Есть свитч ручной, это переключение вот этих вот портов. На этой стороне у нас есть разъем питания, есть у нас HDMI output и есть аудио HDMI, куда можно экстрагировать, то есть фактически это экстрактор аудио на ваш ресивер. Это для тех ресиверов, которые старые, не поддерживают 4К на проброс, или телевизор не имеет DTS. То есть эта штука решает именно эти вопросы. Также здесь у нас есть SPDIF под Toslink оптический, коаксиал и 3.5 под наушники, либо есть аудиосистемы под 3.5. Это все очень удобно. Есть блок питания, блочок питания USB. Мы обязательно с него снимаем пленочку, и это всегда обязательно, потому что начинают греться, могут перегореть, не дай бог еще и пожар получится. Есть у нас кабель питания вот такого вот формата micro-USB. Мы возьмем, наверное, подлиннее, чтобы просто сюда до стола достала. И есть у нас пульт. Кстати, не самый плохой пульт, потому что те пульты, здесь пленка, видите, она хоть и показывает, что она такая вот, смотрите, оп, пленочка. Это все еще нормально выглядит. Здесь мы можем переключать два канала, 5.1, 7.1, включение-выключение ERC, 1.2, это источники HDMI сигнала и включение-выключение. То есть занятно, крутая штука, и мы обязательно в студии будем использовать. Все, ребят, давайте подключать ее сейчас, переходить и тестировать, потому что мы должны протестировать все аспекты. Мы включили наш навцикер. У нас подключено два ТВ-бокса на текущий момент. Это Югус и Токс. Югус 1 и Токс 1, вернее Югус AM6 и Токс 1. Для начала мы тестируем переключение двух мониторов, то есть фактически это два источника в один сигнал, то есть переключаются они идеально. Мы сейчас пробуем 4К, сейчас, мы сейчас пробуем поддержку 4К. У нас сейчас стоит 4К, вообще не вопрос, есть поддержка 24 Гц. То есть, с автофреймрейтом данная штука справится. То есть она будет работать и с 24 герцами. Ну, сейчас попробуем все-таки. Вот мне, знаете, что-то вот прям хочется попробовать. Давайте 1080 24 кадра. Пропустит, не пропустит. Есть 24 кадра. То есть для автофреймрейта данная штука пойдет. Это уже классно. Ну, можем 24 кадра, это будет сейчас все тут фризовать. Давайте 60 Гц включим. Окей. Не обращайте внимания, что у меня нет 1080p 50 Гц, потому что мой рекордер не пишет 50 Гц. Можно попробовать 4К в 50 Гц попробовать. У меня нет 1080p на моем, у меня Razer стоит, в нем нет только высокое разрешение, только 4К он такое вытягивает нормально. То есть, оставим 50 Гц, не столь суть важно. Дальше, смотрите, у нас два входа работает, мы это проверили. При этом есть еще вот, пожалуйста, в Dolby Vision он пробрасывает и в HDR. То есть тут вопросов у меня нет. У нас есть вопрос, нам нужно проверить, как работает порт аудио, это аудиоэкстрактор встроенный, и это важно, потому что это позволяет нам избежать вот этих вот всех моментов, которые я описывал. Мы будем пробовать через коди для того, чтобы просто-напросто сразу видеть, что мы проигрываем и видеть все форматы звука. Вы видите окошко моего ресивера, смотрим на него, мы сейчас будем выбирать файлы, всем знакомые файлы для проверки форматов звука, мы пробуем Dolby Digital Plus для начала. Поехали. Dolby Digital Plus у нас вывела. Мы работаем сейчас в формате 5.1.
Пробуем Dolby True HD. Пробуем. Включился Dolby True HD. Слушайте, ну круто. То есть у нас получился современный аудиоэкстрактор с функциями HDMI свитча. Теперь пробуем. А давайте сразу DTS SFX Long Lossless, то есть это DTS HD Master Audio. DTS HD Master Audio есть, мы сразу его выключили. Все это мы тормознули, выходим в главное меню. Что нам остается проверить? Мы сейчас включим режим 2.0, это стерео. Вот оно, ну видите, как переключилось. PCM стерео на HDMI выходе. И подключим на 3.5 колонки, на 3.5 наушники, чтобы понять, выводится туда звук или нет. То есть мы должны все протестировать. Давайте пробуем. Что я вам скажу? По факту очень круто. То есть реально решает очень много проблем. В YouTube сейчас. А я звук слышу. Я уже слышу звук. Я уже как бы даже можно не проверять, потому что я слышу звук клацанья мышки, вернее пульта. О, ну идеально, просто идеально. То есть выводит, и это тоже вопрос вот расширения этих самых моментов. Очень круто. Очень круто. Слушайте, ну я могу уже проходить, резюмировать данное видео. Почему? Потому что мы фактически все проверили. Toslink, давайте еще Toslink попробуем. Там, конечно, Dolby True HD не будет. Анечка, дай мне аудиокабель. Так, это у нас Toslink. Я включаю в наш оптику в нашу. Так, мы включили в оптику. Ань, включай в ресивер. Включаем ресивер. Включаем сюда наш Toslink, вот этот вот оптический. Оп, есть, видели? Все, теперь еще и Toslink есть. HDMI могу выключить, чтобы не было у нас инсинуаций, не говорили, что я что-то сделал не так. Это CD где-то у нас должен быть Digital. О, Digital есть. CDR Tape 1 и проверяем тоже на диджитале, то есть фактически, ну чтобы вы понимали, как Axial все равно здесь завязан на 3.5, поэтому там проверять мы уже ничего не будем. Отключим его и проверим в том же коде. Само собой, True HD звука в данном моменте вы не получите, но вы получите Dolby Digital простой. То есть мы видим, что Dolby Digital заработал, и тут мы даже не будем морочить голову. То есть Dolby Digital заработал, то есть у нас вот этот вот оптический выход тоже работает. Давайте еще вручную здесь переключу. Также у нас есть вариант переключения ERC, вернее включения поддержки ERC, и плюс есть еще поддержка HDMI цик. Но об этом мы уже с вами говорили. Ребят, выходим, резюмируем данный навцикер. В качестве резюме скажу, это одна из самых крутых штук. Это вот такой вот себе аудиоэкстрактор, это HDMI свитчер. Просто нереальная штука. Мы конкретно его рекомендуем, в отличие от тех, которые мы обозревали ранее. И если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, подписываемся. С вами был Bubble и Навцикер на канале Технозон. Пока.